Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давным-давно работали. Вот такие вот они интересные, вот такое вот секционное окрашивание. Напоминаю, что вы работаете с любой пряжей, какая у вас есть, все узорчики универсальные. Я в свою очередь покажу, с какой пряжей буду работать именно сегодня я. Вот так вот они переливаются, да, переходят цвета. Что это за ниточка? Называется она Визель Ангора Rainbow. Да, Визель Rainbow Ангора. Итак, если кому понравился цвет, сразу же, да, цвет 31. Здесь смотрите, какие моточки интересные. В 100 граммах 550 метров по составу это мохер 15%, альпака 10%, мериносовая шерсть 15% и 60% акрила. И нам здесь советует производитель, говорит, берите крючок спицы 5-6 миллиметров. Ну, в зависимости от плотности вязания, в зависимости от узорчика вашего, да. Но я возьму крючок номер 3, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3. В принципе, неплохо. И для сегодняшнего узорчика как раз подойдет. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте наберем 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. Еще одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот такой вот будет небольшой будущий образец. Далее настоятельно рекомендую новичкам тоже сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Делаем ряд столбиков с накидами. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку. Нырнули, вытянули ниточку. Провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Накид, следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И так далее, шагаем по всей цепочке, провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Получается, мы набрали, ну вот я вот набрала, да, 31 воздушную петельку, значит у меня должен получиться 31 столбик с накидом. Не больше, не меньше, а вы контролируете свое количество петелек, столбиков. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот, да, мы считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. До конца ряда провязывайте самостоятельно, это несложно. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наш ряд со столбиками готов. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем 2 накида. Будьте внимательны. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем второй столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. 2 накида, сюда же третий столбик. 2, 2, 2. 2 накида, сюда же четвертый столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же пятый столбик с 2 накидами. Вот, получился вот такой вот удлиненный веерочек. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять делаем 2 накида. Пропускаем в столбиках 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот эти вот как раз столбик с 2 накидами, это и есть 4 воздушные петельки, которые мы делали в начале самого ряда. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки, 2 накида. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик провязываем опять веерочек из 5 столбиков с 2 накидами.
Раз, 2 накида, 2, 2 накида, 3, 2 накида, 4, 2 накида и 5. Вот мы опять провязали 5 столбиков с двумя накидами. 2 воздушные петельки, раз, 2, 2 накида, 2 столбика пропустили, в третий провязали 1 столбик с двумя накидами. Принцип понятен, да? То есть таким образом вы шагаете до конца ряда. Веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас первоначально получилось. Закончили мы ряд, смотрите, также 2 воздушные петельки. И в последние 3 петельки подъема, в третью петельку, провязали столбик с двумя накидами. Ничего сложного. Далее опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Опять делаем 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, 2. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь смотрите внимательно. Делаем 2 накида и переключаемся вот на наш веерочек. Какая особенность? Мы захватываем первый столбик сзади наперед. У нас находится столбик перед крючком. Далее вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. На этом мы останавливаемся, дальше не провязываем, держим на крючке. 2 накида, следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. То есть мы пытаемся с вами провязать рельефный лицевой столбик с двумя накидами, но мы провязываем их не до конца. Видите? Держим на крючке. 2 накида с третьим столбиком провязываем точно так же, вытягиваем ниточку. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Следующий столбик точно так же провязываем. Рельефный лицевой столбик с двумя накидами, но провязываем не до конца. Все петельки на крючке. И последний столбик точно так же. Захватили столбик. 2 петельки, стоп. Теперь получается у нас 5 петелек от 5 столбиков и 6 петелька, которая была на крючке. И теперь мы аккуратненько провязываем все петельки за раз. Оп, и обязательно зафиксировать. Вот видите, вот такой как бы листочек-лепесточек получился. 2 воздушные петельки, раз, 2, 2 накида, и мы переходим вот на наш столбик и провязываем его точно так же рельефным лицевым столбиком с двумя накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такая красота. Как вам? Не сложно? Давайте дальше. 2 воздушные петельки, повторим еще раз, еще один листик сделаем. Первый столбик провязываем его рельефным лицевым столбиком с двумя накидами. Стоп, держим на крючке. 2 накида. Второй столбик. Точно так же. 2 накида. Третий столбик. Точно так же захватываем, провязываем. Держим все петельки на крючке. 2 накида. Четвертый столбик. И 2 накида. Пятый столбик. 2 петельки, 2 петельки. И когда у нас 6 петелек на крючке, мы их провязываем все вместе за один раз. Оп, и обязательно зафиксировать. 2 воздушные петельки, 2 накида, переключаемся на одиночно стоящий столбик и провязываем его точно так же столбиком с двумя накидами. Как вам? Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот какие у нас листики по итогу получились. Закончили мы ряд точно так же столбиком с двумя накидами, вот в четвертую петельку подъема. Далее 4 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Смотрите внимательно. Сейчас делаем 2 накида и сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик с двумя накидами. Просто, обычный столбик с двумя накидами. Есть. Теперь смотрите внимательно. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2, 2 накида. И вот обращаемся, получается, к верхушке вот этих вот наших столбиков. Так, и провязываем в верхушку столбик с двумя накидами. Ничего сложного. То есть вот такое окошечко сформировали. 2 воздушные петельки.
2 накида. И вот теперь вот в этот столбик, который у нас стоял один, будем провязывать точно такой же большой веерочек из 5 столбиков с 2 накидами. Итак, нырнули в верхушку столбика и провязываем столбик с 2 накидами. Раз. Сюда же столбик с 2 накидами. 2. Сюда же столбик с 2 накидами. 3. Столбик с 2 накидами. 4. И столбик с 2 накидами. 5. Вот видите? Точно такой же веерочек, как в самом первом ряду. 2 воздушные петельки. Раз, два, 2 накида. Переключаемся на верхушку вот наших 5 столбиков и провязываем столбик с 2 накидами, просто обычный. Понятно? И ваша задача, получается, вы точь-в-точь повторяете самый первый ряд, просто с небольшим смещением в шахматном порядке. Не сложно? Не сложно. То есть дальше, получается, делайте 2 воздушные петельки, и вот в этот столбик делайте веерочек из 5 столбиков. Здесь у вас будет 1, 5, 1, 5, 1, и здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали веерочки со столбиками. Вот так получается. Начали мы 2 столбиками, да? И заканчиваем точно так же 2 столбиками вот в 4-ю петельку подъема. Далее 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. 2 накида. И этот столбик, да, мы будем провязывать рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки. И заканчиваем вместе наше вязание 2 петельки. Понятно? То есть как бы здесь и не пол веерочка, ну как бы такая вот частичка. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два, 2 накида. Следующий столбик одиноко стоящий провязываем обычным рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Так, 2 воздушные петельки. А здесь будем повторять точно так же, как вот во втором ряду нашего узорчика. То есть наши столбики будем закрывать, превращать их в листочек. Итак, 2 накида. Первый столбик захватили, провязали рельефный лицевой столбик с 2 накидами, не полностью. 2 накида. Следующий столбик точно так же провязываем, второй. Держим все петельки на крючке. 2 накида. Третий столбик провязываем. 2 накида. Четвертый провязываем. 2 накида, 5 провязываем. И вот когда у нас на крючке получается 6 петелек, мы их провязываем вместе и обязательно зафиксировать. Вот наш листик, видите? То есть точно такой же листик, как в первом-втором ряду, просто в шахматном порядке. Опять 2 воздушные петельки и 2 накида, столбик, одиноко стоящий рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Видите, уже цвет ниточки меняется. Так, смотрите, вот мы провязали наши листики до конца. Так, и здесь получается мы провязываем 2 столбика. Один столбик у нас будет рельефным, один столбик обычным. Все, вязание закончили, ряд закончился. Далее мы будем вязать самый-самый первый ряд, то есть повторение идет. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот, 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. И помним, да, что мы начинаем здесь провязывать веерочек вот в этот столбик. 2 накида и ныряем в столбик и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, сюда же столбик с 2 накидами. 2, сюда же столбик с 2 накидами. 3, столбик с 2 накидами. 4 и столбик с 2 накидами. 5. Вот очередной наш веерочек. Видите, то есть повторение. 2 воздушные петельки и столбик с 2 накидами в верхушку предыдущего ряда, там где провязывали 6 петелек вместе. Понятно? То есть вот, несложно. Вот так вот у вас выглядит, получается, изнаночная сторона. Сейчас вы провязываете веерочки, да, полностью веерочки, возвращаетесь обратно, делаете, формируете вот такие листики. Потом смещаетесь в шахматном порядке. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда. Веерочки, листики. Веерочки, листики, веерочки, листики. Ну, а вертикальный раппорт получается, конечно, да, 4 ряда. Раз, два, 3, 4. Потом повторение. Раз, два, 3, 4. Давайте увеличим нашу красоту. Мне очень интересно посмотреть, как будет меняться цвет ниточки, да, ну и, в принципе, как будет выглядеть данный образец.
Ну что, встречаемся через несколько рядочков? Давайте. Так, смотрите. Вот, провязали несколько рядочков. Вот такая у меня по итогу получается красота. Гляньте, как переходит цвет. Да? Конечно, если изделие будет шире, то переход, конечно, будет происходить намного быстрее. Изделие, если уже, то переход будет, конечно, длинным и долгим, да, то есть в высоту. Как вам? Нравится? Листочки объемные. Это лицевая сторона, то есть узорчик у нас получится односторонний, потому что изнаночная, смотрите, какая. Вот такая, видите? Хотя, если вам понравится, да, изнаночная сторона, то можно тоже использовать, и почему бы и нет. У нас же нет правил, нет ограничений. Мы хотим творим, хотим вытворяем, верно? Итак, вот так вот у меня получается узорчик тянется. Вот так он тянется. Пробуйте из своей пряжи, какая у вас есть, как у вас будет смотреться, как будет тянуться. Вы можете делать листочки разными рядами, да, то есть 2 ряда одним цветом, 2 ряда другим цветом, почему бы и нет. То есть вас никто не ограничивает в вашей фантазии. Вот такая красота. Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания, то в моем случае это получается вот 16 сантиметров, так, ровненько, 16 сантиметров. А здесь получается каждый листик это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10 рядов листиков. И последний ряд 11 и первый наборный 12. Так, сколько это будет у меня? Это у меня будет вот 15 сантиметров. Как вам? Здорово? Я думаю, здорово. И смотрите, да, получается чуть-чуть начинается серая вот такая вот ниточка. Видите? Она будет переходить розово-серая, потом в серенькую, потом в беленькую и обратно. Здорово? Я думаю, да. Ну, хотя пробуйте из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней, то есть из толстой, с различным добавлением. То есть это может быть все что угодно. И бамбук, и мохер, а может быть просто обычный хлопочек, да? Подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Я, конечно, вижу палантин, но, возможно, вы с большой фантазией видите что-то иное. Может быть, это жилеточки будут, кардиганчики такие летние, да? Вот такая красота. Как вам? Понравилось сегодняшнее видео? Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Встретимся в новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.